Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать грабли, сапку 2 в 1. Такой инструмент делается в виде таких зубьев и направляющей планки. Длина планки будет 24 сантиметра. Каждый зуб имеет длину 13,5 сантиметров. И всего будет 6 зубьев. Сделаем такую расческу. Зубья будут затем заточены вот в этих местах и приварены до крепления от старой сапки. Вот это будет основание сапки грабель. Она имеет толщину 3,5 мм, длину 24 см и ширину 3 см. Этого вполне хватит для основания. Чем тоньше и меньше, тем легче инструмент. Зубья я сделаю из такого пильного круга. Он имеет толщину 2 мм, очень хороший металл, поэтому не затупится. Вначале делаем разметку на круге места среза. Для этого я отмеряю 4 сантиметра между зубьями. Это как раз выходит 3 полных зуба. Чертим прямую. И к точке, которая идет от центра. Находим 2 сантиметра в середину верхней части. От нее прокладываем прямой угол к центру и чертим прямую. Это будет середина зуба. И к этой точке проводим вторую прямую. Вот уже 2 зуба начерчены. И таким же образом сделаем разметку для остальных 4 зубьев, которые будут на этой сапке граблях. И начинаем выпиливать треугольники с помощью круга по металлу с болгарки. Вот такая получилась заготовка. Сейчас подождем, пока она остынет. Обработаем края, заточим с внутренней стороны и приварим крепление для этой сапки грабель. После этого мы обработаем каждый зуб и заточим его с внутренней стороны, с 2 сторон. Я буду использовать вот такую болгарку и круг по металлу. При обработке заточки стараемся не перегреть этот зуб, чтобы он быстро не тупился. Вот зубья заточены до бритвенной остроты. И после этого необходимо их приварить до основной рейки с помощью сварочного инвертора. И также обварим с другой стороны. И вот получилась такая заготовка. После этого я возьму старую сапку и отпилю эту часть для крепления к сапке граблям. И после этого привариваем крепеж в этом месте.
Таким образом у меня получилась такая сапка грабли. Осталось надеть ее на деревянный держак, и можно испытывать в поле, как она работает. И закручиваем шурупом грабли сапку на держаке. Вот есть у нас земля, которая прибита дождем, на ней растет бурьян. И мы проверим, как работает сапка грабли. Давай попробуем. Вот у нас есть трава. Да. Вот так рыхлит оно. А если вот так вот сильно глубокие корни, вы чуть-чуть слегонца, раз, и оно вырывается. Вот так с корнем. И земля стоит взрыхленная. Одним движением. И рыхлится земля. Может, конечно, земля еще твердая здесь, поэтому они не так заглубляются. Мелкие сорняки срезает, работает. Вот где мелкие сорнячки, давай попробуем здесь. Видишь, мелкий сорняк. Чистая земля остается. Значит, инструмент работает. Да. И будем использовать его в хозяйстве. Вы посмотрели видео о том, как сделать сапку грабли своими руками. Пишите свои замечания, комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.